Всем привет! Меня зовут Хайди и добро пожаловать на мой канал. Вам так понравился мастер-класс по вязанию зайчика-мальчика? Я получила от вас очень много приятных комментариев. Огромное спасибо каждой из вас за такие теплые слова. Они очень вдохновляют меня. И поэтому я решила создать для вас целую серию мастер-классов по вязанию зайчика-девочки. А точнее ее длинных ушек, платья, повязки на голову и туфелек, а также дополняющего ее комплекта из грызунка с шуршащими ушками и пинеток. У вас есть возможность приобрести этот мастер-класс. И самое главное, что подписчики моего канала могут купить PDF-инструкцию по вязанию набора за любую стоимость, даже за 1 рубль. А для тех, кто хочет более детальное обучение, у меня есть полный видеокурс, который включает все этапы вязания. Вы получите доступ к видеоурокам, схемам, а также материалам для начинающих. Минимальная цена за полный видеокурс 390 рублей, но вы можете заплатить больше, если хотите поддержать меня. Переходите по ссылке в описании в мой телеграм-канал, там будут подробности для покупки. А сейчас я покажу, что вы получите. Первый вариант – это PDF-файл со схемой и небольшим описанием сборки. А второй вариант – видеокурс. Он будет доступен на специальном сайте инструкций, а также вы сможете полностью скачать все материалы. Курс состоит более чем из 6 полноценных видеоуроков, а также справочных материалов и схем. Еще для участников видеокурса будет доступен чат в телеграм-канале, где вы сможете общаться и задавать вопросы мне и другим участникам. Переходите по ссылке в описании канала, и я надеюсь, что мои мастер-классы помогут вам создавать прекрасные игрушки и радовать ваших близких. А теперь приступим к вязанию погремушки. Что нам понадобится? Пряжа. У меня Yarnart Jeans, основной цвет 87 и дополнительный 0,3. Наполнитель. У меня синтепух около 50 грамм. Деревянное кольцо диаметром 5,5-6 мм. Крючок 2 или 2,5 мм. Гремелка. Маркеры для вязания. Тупая игла с большим ушком, сантиметр и ножницы. Для оформления мордочки глазки на безопасном креплении диаметром 12 мм. Черная, коричневая или может быть розовая и молочная нити. У мотка пряжи есть 2 конца. Если хорошо поискать в центре клубка, то найдете внутренний конец. Я рекомендую начать вязание именно с него, потихоньку вытягивая нить из центра. Сначала свяжем голову погремушки. Начнем с кольца амигуруми. Покажу, как его делаю я. Беру нить, хвостик укладываю на ладонь. Длина хвостика примерно ширина ладони. Большим пальцем прижимаю нить к указательному, разворачиваю руку ладонью вниз и основную нить наматываю на 2 пальца, образуя сверху крестик. Завожу крючок под верхнюю правую нить и переворачиваю его кончиком вниз. Зацепляю за соседнюю нить, протягиваю снизу и поворачиваю правую руку по часовой стрелке. Сейчас еще нет петли, и чтобы ее сделать, снизу захватываем левую верхнюю нить и затягиваем в петлю на крючке. Аккуратно снимаем кольцо с пальцев, выправляем кончик. Теперь кладем кольцо на указательный палец, а основную нить я придерживаю средним. Вот так. Завожу крючок под 2 нити кольца. Захватываю основную нить, вытягиваю снизу на 2 толщины крючка. Теперь сверху кольца захватываю основную нить и протягиваю через обе петли на крючке. Получился 1 столбик. Теперь нам нужно провязать еще 5 таких. Захватываю нить через низ, немного вытягиваю, теперь захватываю через верх и протягиваю через обе петли. Второй столбик готов. Еще раз захватываю нить через кольцо, вытягиваю,
захватываю над кольцом, протягиваю в 2 петли. Получилось 1, 2, 3 и свободная петелька на крючке. Нам нужно 6 столбиков. Повторяем еще 3 раза. Четыре, 5, 6 и свободная петелька на крючке. Теперь придерживаем вязание, выправляем короткий кончик нити и тянем за него, пока отверстие полностью не затянется. И вот наш первый ряд готов. Приступаем ко второму ряду. Я вяжу узором крестики. Это когда нити в каждом столбике переплетаются вот так, образуя крестик. Чтобы получить такой узор, нужно захватывать нить сверху. Первую петельку, вот она, после перемычки, заводим крючок под обе полупетли и, держа его над нитью, не под, а над, захватываем нить и вытягиваем петлю. Еще раз захватываем нить, провязываем. Теперь, чтобы наш круг равномерно расширялся, в этом ряду нам нужно связать 6 прибавок. Поэтому мы провязываем еще один столбик в ту же петлю под эти же 2 полупетли. Готовы 2 столбика. Это и есть прибавка. Теперь нам нужно провязать так еще 5 раз. По 2 столбика в каждую петлю первого ряда. В итоге у нас получится 12 петель и 1 свободная на крючке. Обязательно считаем петли в конце каждого ряда. Переходим к третьему ряду. Чтобы не запутаться в рядах, мы должны начать использовать маркер, отмечая начало ряда. Беру наш короткий хвостик и прикладываю его к последней петле, в самое начало нового ряда. И начинаю вязание. В третьем ряду мы чередуем уже 1 столбик без накида с прибавкой. Всего 6 раз. Первую петлю провязываем столбик без накида. Не забываем, что крючок захватывает нить сверху. Во вторую петлю провязываем прибавку, то есть 2 столбика без накида. Снова 1 столбик и снова прибавка. Эту последовательность вяжем до маркера. И раз начинали мы ряд с простого столбика, заканчиваем его прибавкой перед маркером. В конце ряда получилось 18 петель и 1 на крючке. Переходим к вязанию 4-го ряда. Чтобы переместить маркер на новый ряд, подцепляем его крючком на изнаночной стороне, вытаскиваем и прикладываем в начало нового ряда. Сначала вяжем 2 одинарных столбика без накида, а в третью петлю прибавку. Готово. Повторяем эту последовательность 2 плюс 1 до конца ряда. В конце получим 24 петли. Переносим маркер и в 5-м ряду вяжем 3 столбика без накида плюс прибавка. 3 столбика без накида плюс прибавка. И так до конца ряда. В конце ряда у нас получилось 30 петель плюс 1 на крючке. Теперь переносите маркер и самостоятельно провяжите 6-й ряд. Это 4 столбика плюс прибавка. Затем еще раз перенесите маркер и в 7-м ряду провяжите 5 столбиков плюс прибавка 6 раз. После 7-го ряда у нас по кругу 42 петли. Пока что мы закончили вязать ряды с прибавками, и сейчас нам нужно провязать несколько прямых рядов. Без убавок, без прибавок. Перенесли маркер и в 8-м ряду вяжем просто 42 столбика без накида. По одному в каждую петлю. Совет. Для того, чтобы столбики получались ровными, без перекоса, наклоните полотно и продолжайте вязать прямые ряды. Корректируйте угол наклона под себя, и после нескольких рядов вы увидите, что столбики не смещаются и находятся ровно друг под другом. Провязали 8-й ряд. Сейчас маркер можно оставить на месте. Так вы не забудете, сколько рядов провязали. Слева от маркера считаем ряды.
А чтобы найти начало нового ряда, продвигаемся вот так вот между столбиками. Вот оно. Свяжу еще один столбик. Готово. Я провязала еще 7 прямых рядов. Вяжите тоже и возвращайтесь к просмотру видео. Итак, сейчас у нас связано 15 рядов. 7 с прибавками и 8 без прибавок. В этом ряду у нас 42 петли. Обязательно проверьте себя. Переносим маркер и продолжаем вязать. В 16 ряду начнем вывязывать щечки. Для удобства можно сделать разметку маркерами. Сначала отсчитываем 11 петель и в 12 установим маркер. Теперь вместе с маркером насчитываем 6 петель и в 6 маркер. Далее от маркера отсчитываем 8 петель и в 9 ставим маркер. Снова 6 вместе с маркерами и должно остаться 11 петель без маркеров. Теперь провязываем 11 столбиков без накида. Затем сразу 6 прибавок подряд. Восемь простых столбиков без накида. И еще 6 прибавок подряд. И в оставшиеся петли 11 столбиков без накида. В этом ряду у нас получилось 54 петли. Переносим маркер и вяжем еще 3 прямых ряда по 54 петли, а затем начнем оформлять мордочку. Готово. Маркер пока можно оставить на месте. Обязательно пересчитайте петли, у вас их должно быть 54 в последнем ряду. Сниму для вас мерки, чтобы вы могли свериться. По низу полуобхват получился 10 сантиметров. Высота от кольца амигуруми 7 сантиметров. Итак, чем прямее у вас получались столбики, тем легче будет вышивать мордочку. Но сначала установим глазки. Мы закончили на 19 ряду. Снизу отсчитываю 5 рядов. Это наш 15 ряд. Над ним устанавливаю маркер. Это у нас были прямые ряды по 42 столбика. Значит, нахожу начало 15 ряда и от него в сторону отсчитываю 21 столбик. Между 21 и 22 будет центр нашей мордочки. Также и ориентируемся по 16 ряду. Здесь у нас 8 обычных столбиков между прибавками. Значит, по 4 от центральной точки. Глаза устанавливаются между 14 и 15 рядом на расстоянии 4 столбиков от центра. Немного растягиваем отверстие и вставляем один глазик. И также второй. Теперь надеваем заглушки выпуклой частью вверх и хорошенько прижимаем. Готово. Сразу можем вышить веки и брови. Сначала беру молочную нить длиной примерно, не знаю, 30-40 сантиметров и вдеваю в иглу с тупым концом. Глазик занимает 3 ряда. С внутренней стороны вывожу иглу, отступив один ряд сверху и один столбик вправо. Узел не делаю, оставляю хвостик. Теперь завожу иглу в верхний левый уголок глаза и вывожу в том же месте у левого глаза. Симметрично. Делаю второе веко. Для этого завожу иглу на ряд ниже и на один столбик левее глаза. Сейчас удобно сразу подчеркнуть щечки. Вывожу иглу на 3 ряда ниже и на один столбик левее. И делаю 2 стежка длиной в 3 столбика. И еще один стежок длиной 2 столбика. Теперь поднимаю иглу на 3 ряда вверх и оказываюсь прямо у края глаза, в ряду с верхним веком. Теперь нужно сделать нижнее веко. Завожу иглу на ряд ниже и как можно ближе к глазику.
Также делаю второе. Готово. Осталось оформить вторую щечку. Вывожу иглу на 3 ряда ниже и на 2 столбика правее. Делаю 2 стежка через 3 столбика. И 1 стежок через 2. Протягиваю нить под петлями к белому кончику и завязываю двойной узел. Теперь вышьем бровки и ресницы. Я буду использовать обычные черные ниточки, сложенные в 4 слоя, но можно взять и черную пряжу. Понадобится примерно 20 сантиметров. Сначала дублирую линию верхнего века на обоих глазках. Теперь вывожу иглу на 3 ряда выше. Бровка занимает 2 ряда и 2 столбика по диагонали. Отсчитываю и завожу иглу, а вывожу через 8 столбиков в этом же ряду. Заканчиваю вторую бровь и также закрепляю нить изнутри. Отлично! Теперь мы можем продолжить вязание головы. Нам осталось провязать только 8 рядов с убавками. Сначала провяжем 6 рядов. Переносим маркер и в 20 ряду вяжем сначала 7 столбиков без накида и будем делать убавку. Ряды с убавками вяжутся по тому же принципу, что и с прибавками. Только теперь мы будем сокращать количество петель в ряду. Заводим крючок в петлю, вытягиваем нить, но не провязываем. Заводим крючок в следующую петлю, снова вытягиваем нить, а вот теперь провязываем сразу все 3 петли на крючке. Так мы из 2 петель получили одну. Провязала еще 7 столбиков и снова делаю убавку. Продолжаем вязать чередование из 7 столбиков плюс убавка до конца ряда. И вот они, все 6 убавок. В конце ряда получилось 48 петель. Переносим маркер и вяжем еще 5 рядов с убавками. В каждом ряду количество петель между убавок уменьшается на 1. Подсказка на экране. И еще, чем меньше рядов вам остается провязать, тем плотнее вам нужно вязать. Особенно тугая должна быть первая петля после каждой убавки. Хорошо натягивайте рабочую нить, и низ головы получится плотный, без дырочек. И так он будет лучше держаться на кольце. Итак, я провязала 25 ряд. Здесь у нас получается 18 петель. Теперь нужно набить голову. Особое внимание уделяем глазкам. Нужно хорошо проложить ножку синтепухом, как бы утапливая ее в наполнителе. Затем распределяем синтепух по стенкам и макушке, оставляя место для гремелки в центре. Теперь вкладываем гремелку и закрываем ее синтепухом. Также нужно уделить особое внимание щечкам зайки, чтобы они получились пухлыми. Центр вместе носика можно наполнить слабее, а вот щечки прям побольше. Оставляем край незаполненным и провязываем еще ряд. Позже добавим немного синтепуха. В 26 ряду вяжем столбик, убавка, столбик, убавка. Я стараюсь вязать туго, вытягивая максимально короткие петли. Закончили ряд, вытягиваем петлю и добавляем последнюю порцию синтепуха. Дно должно быть хорошо заполнено, но иметь более плоскую форму. Хорошо. Теперь провязываем последний ряд из 6 убавок подряд. Готово. Теперь отрезаем от мотка, оставляя кончик где-то 25 сантиметров. Вдеваем конец в иглу и закрываем вязание. Для этого под верхнюю полупетлю протягиваем нить от себя к центру. И в следующую, и в третью. Немного подтягиваем нить. И в следующую, в пятую
И теперь в шестую, последнюю петлю перед маркером. А теперь плотно затягиваем отверстие, помогая пальцами. Нить пока оставляем, позже будем пришивать ей. Теперь сформируем нашу мордочку с помощью утяжки. Беру новую нить длиной 45 сантиметров, отступаю от вышивки на щечках 8 рядов. То есть после 25 ряда завожу иглу по центру, визуально ориентируясь на маркер. Провожу иглу сквозь синтепух к левому глазу. Вывожу в том же ряду, где заканчивается ресничка, как можно ближе к глазу. Снизу оставляя небольшой кончик. Завожу иглу в точку нижнего века и вывожу на один столбик левее центра. Подтягиваю нить, немного отодвигая глазик, прячу за ним. И хорошенько подтягиваю. Аккуратно выправляю реснички тупой иголочкой. Теперь завожу иглу через один столбик вправо от центра. И точно так же делаю второй глазик. Сначала в центр на уровне реснички, а теперь в точку нижнего века. И вывожу, отступив еще один столбик вправо. Заправляю нить за глаз и хорошо подтягиваю за оба кончика. Сейчас можно связать кончики в узелок и повторить те же действия. Только нить мы теперь заправляем под глазик. Сразу хорошо подтягиваю и делаю второй глаз. И теперь нить нужно вывести по центру, туда же, где кончик. Подтягиваем и делаем двойной крепкий узел. Теперь этой же нитью сделаем утяжку носа. Завожу иглу на линии нижнего века по центру, а вывожу в той же центральной точке. Выравниваю нить и крепко стягиваю. Параллельно распределяя синтепух и придавая щечкам форму. Провожу нить еще раз. Подтягиваю и делаю двойной узел. Готово. Осталось вышить носик. Я беру отрезок коричневой нити и протягиваю через две центральные петли на ряд выше нижних век. Оставляю кончик. Провожу иглу обратно и завожу по диагонали над утяжкой. Вывожу через один столбик. Завожу обратно. Теперь через нижнюю центральную точку утяжки вывожу в рандомном месте на лбу. Освобождаю иглу и теперь нужно провести по диагонали короткий кончик. Завожу его вниз по диагонали через один столбик, а вывожу в то же отверстие, что и длинный. Делаю двойной узел и прячу все кончики, кроме длинной нити. Окружность головы у меня получилась 22 сантиметра. Теперь займемся ушами. Я покажу, как связать длинные ушки для девочки. Они будут 9 сантиметров длиной. А схему на короткие оставлю в описании под видео. Начинаем с кольца амигуруми. Готово. Провязываем в него 6 столбиков без накида. Есть. Теперь второй ряд. Вяжем 6 прибавок, то есть по 2 столбика без накида в каждую петлю. Хорошо, устанавливаем маркер. Здесь у нас 12 петель. И в третьем ряду вяжем просто 12 столбиков без накида до маркера. Я вяжу за переднюю полупетлю, но вы можете вязать так, как вам привычно. Мне нравится, что таким способом они получаются мягче и немного тоньше. Закончили. Переносим маркер. И теперь нам нужно будет провязать 6 рядов с прибавками. Вяжем 3 столбика без накида. Теперь прибавку. В ушках мы делаем только 3 прибавки, поэтому в каждом ряду 3 раза чередуем последовательность столбики плюс прибавка. Довязали до конца ряда. Здесь у нас получилось 15 петель. Теперь вам самостоятельно нужно провязать еще 5 рядов. Каждый ряд
увеличивая на 1 столбик между прибавками. Схема на экране. Не забывайте переносить маркер и считать петли. Я провязала все ряды с прибавками. Уверена, вы тоже справились. Здесь у нас получилось 30 петель. Переносим маркер, и сейчас вязание будет еще легче. Нам нужно связать всего 5 прямых рядов столбиками без накида, без прибавок, без убавок. Вяжем самостоятельно. Маркер можно не переносить, а вот считать петли в рядах обязательно. Вот я провязала 5 рядов. Сразу видно начало нового ряда. Могу сделать для вас предварительные замеры. Длина ушка на данном этапе 6 см, а длина готового ушка 9 см. Так что если вы хотите скорректировать длину, нужно это сделать сейчас, добавив или убрав прямые ряды. В этом ушке нам осталось провязать всего 7 рядов с убавками. Переносим маркер и вяжем 13 столбиков без накида. С убавками у нас все еще проще. Их всего по 2 в середине и перед маркером. Теперь делаем убавку. Теперь вяжем еще 13 столбиков. В ушках мы вяжем столбики убавки привычным натяжением нити. Туго вязать не нужно. Получилось 28 петель. Переносим маркер и самостоятельно вяжем еще 6 рядов с убавками. Схема перед вами. Ставьте на паузу и вяжите. Ушко почти готово. Теперь нам нужно соединить 2 половинки. В следующую петлю провязываем еще 1 столбик без накида. Он будет первый. Теперь складываем пополам. Все убавки расположены по бокам. Теперь заводим крючок в следующую петлю и находим противоположную. Нужно пропустить вот эти 2 петли и в третью заводим крючок. Вытягиваем нить и провязываем столбик без накида. Теперь в следующие 2 и столбик. Следующие 2 и еще столбик. Шестой, 7 и последний 8. Когда у нас осталось 2 петельки, мы вяжем сразу за перемычку между ними. Делаем воздушную петлю, отрезаем нить, оставляя кончик 20 сантиметров и вытягиваем. Петельку затягиваем. Теперь нам нужно самостоятельно связать второе ушко. Лучше вязать сразу, так они получатся более одинаковые. В процессе прикладывайте одно к другому. Сейчас мы пришьем ушки. Можно пришить их на глаз, просто оценив их расположение визуально, или предварительно сделать разметку. Первое, что нужно сделать, это определиться с центром макушки. Сначала я вставляю маркер в центр кольца амигуруми, прикладываю прямой предмет вдоль носика и вижу, что это не совсем центр. У меня он скорее здесь, немного правее. Теперь найдем центральную точку по затылку. Прикладываю сантиметр к линии носа, замеряю окружность головы и делю значение пополам. У меня это 10,5 сантиметров. Устанавливаю маркер. Теперь можно взять нить. Подойдет, например, оставшийся от вязания головы конец. Туго натягиваем его через все 3 точки и удерживаем пальцем. Откладываем по 1 сантиметру от нити и устанавливаем маркеры. Теперь берем ушко, маркер слева, рабочая нить справа. Прикладываем центр уха напротив центра макушки по линии маркера и прикалываем. Маркер можем убрать. Проводим иглу под столбиком или перемычкой. Теперь заводим в первую петлю под обе полупетли. И теперь заводим ее в то же отверстие, из которого до этого выходила нить. И выводим напротив второй петли ушка. В следующую. И снова заводим в то отверстие, откуда выходила нить, а выводим в соседнее. Теперь проводим через третью петлю
следующую, возвращаем, выводим напротив петли. И так пришиваем каждую петельку. Провожу через последнюю петельку и делаю узелок. Первое ушко пришито, кончик пока оставляем. Точно так же пришиваем второе. Маркер слева, рабочая нить справа. Когда пришили, кончики от пришивания выводим в рандомном месте, в одно отверстие. Завязываем узелки и прячем в игрушки. Лишнее срезаем. Голова полностью готова. Теперь свяжем обвязку для кольца. Внешний диаметр моего кольца 5,5 см, внутренний 3,5. Для кольца такого размера нужно набрать цепь из 21 воздушной петли плюс петли подъема. Зажимаем кончик нити между мизинцем и безымянным пальцем. Сверху обводим вокруг большого пальца, затем сверху вокруг указательного и снова зажимаем. Заводим крючок вдоль большого пальца между нитями справа налево. Захватываем нить и протягиваем вдоль большого пальца. Снимаем петлю с пальца и затягиваем узел. Набираем петли. Захватываем нить, протягиваем через петлю и так 21 раз. Связали косичку и делаем еще одну петельку для подъема. Во вторую петлю от крючка делаем первый столбик без накида. И далее вяжем еще 20 столбиков до конца ряда. Закончили ряд. Сначала затягиваю в петлю короткий кончик, а теперь делаю петлю подъема. Укладываю кончик вдоль ряда. Будем ввязывать его во второй ряд. В первую петлю делаем 1 столбик без накида и теперь еще 20 столбиков до конца ряда. Когда связали 5 рядов, сделайте примерку к кольцу. Должно оставаться примерно полсантиметра между краями. Если нужно, скорректируйте количество рядов, отрежьте нить, оставив кончик примерно 30 см для сшивания. Сделайте еще одну петлю и вытащите кончик. Узел затяните. Итак, новый способ сборки, который я вам предлагаю, начинается с пришивания обвязки к игрушке. Складываем пополам и находим центр. Теперь протягиваем нить от головы через центральную точку. Важно, чтобы обвязка была пришита параллельно мордочке. Лучше сразу выровнять и приколоть ее маркерами. И теперь пришиваем по кругу в пределах 3 рядов. Я делаю немного хаотичные, но крепкие стежки. Когда закончили, делаем узелок и выводим нить на лицевую сторону. Она пригодится нам, если нужно будет сделать дополнительные стежки для закрепления. Сейчас нам нужно связать воротничок. Делаем кольцо амигуруми на 3 пальца. А теперь провязываем в него 21 столбик без накида. Готово. Сдвигаем столбики и делаем соединительный столбик в первую петлю. Теперь 3 петли подъема. И в эту же первую петлю вяжем прибавку из 2 столбиков с накидом. Вяжем пышные высокие столбики. В следующую петлю прибавку из 3 столбиков с накидом.
И дальше по всему кругу вяжем по 3 столбика с накидом в каждую петлю. Провязываем последний столбик. Вводим крючок между столбиками и делаем соединение. Теперь еще один ряд. 3 петли подъема. В первую петлю 1 столбик с накидом. В каждую следующую по 2 столбика с накидом. Соединяем круг. Делаем узел и прячем кончик внутри столбиков. Надеваем наш воротничок под обвязку. Кольцо пока что можно уложить боком. Берем кончик от обвязки с иглой и протягиваем через первую полупетлю. Теперь в эту петлю и хорошенько подтягиваем. Заводим в следующую полупетлю и в следующую на второй стороне. Не пропускайте петли, каждая должна быть сшита. До середины можно сшивать, сразу захватывая 2 петли, а вот серединку сшиваем уже перекидывая иглу через кольцо. Хорошо затягивайте нить, чтобы кольцо сидело максимально плотно. Когда закончили сшивать, делаем крепкий узел. Я несколько раз наматываю нить на иглу и хорошо затягиваю. Кончик прячем под обвязкой. Лишнее срезаем. Если голова сидит еще недостаточно плотно, берем нашу нить от пришивания обвязки и делаем дополнительные стежки. Когда закончили, завязываем узел и прячем кончик внутри головы. Нам осталось хорошенько затянуть кольцо амигуруми от воротничка. Поправляем все складочки. Погремушка готова. Если вы хотите продолжить вязать вместе со мной, переходите в телеграм-канал по ссылке на экране. А также задавайте свои вопросы в комментариях под видео. Я с удовольствием отвечу. Пока-пока.